Привет, народ, с вами Василий, вы на канале Hugeek. Ходят легенды, что Apple когда-то клали в свои айфоны зарядки, но они были настолько слабыми, что они могли зарядить разве что только iPhone 5, 5s. И 13 октября произошел революционный день. Apple убрали из своих айфонов зарядки. И все пользователи и экологи так обрадовались, что пошли и купили себе зарядку для айфона в соседнем Ашане. Да. И накануне была презентация Apple, в которой они представили новые iPad, но там блок зарядки они почему-то не убрали. Хотя вроде как в айфонах они убрали. Вопрос а главное зачем? И в честь этого я решил запилить топ-5 чего-то там, чего мы лишились в айфонах. Привет, народ, с вами Василий, вы на канале Hugeek. Новая локация, новый звук. Поехали. Сейчас так вот чуть поправлюсь на мне. Лево, что за Первое, с чего я начну, это iPhone 4. Как ни странно, в айфонах мы лишились iPhone 4. Сейчас объясню. На сентябрьской презентации Apple они представили свой революционный iPhone 4, который был с Retina дисплеем, с Apple A5, который был с всякими наворотами, фишками. И с iPhone 4 у них как-то не особо заладилось. И первое, с чем они столкнулись, это антенна Gate. Это проблема, когда берешь телефон, допустим, вот так, и после этого он перестает ловить сеть, потому что там полоски были расположены таким образом, что если их перегородить, то связь перестает ловиться. Apple признали эту проблему и на своей мартовской конференции пообещали раздавать бесплатные бамперы, которые позволяли убрать антенна Gate тем людям, которые пострадали от этой проблемы. Спустя некоторое время вышла обновленная модель iPhone 4 в лице iPhone 4s, который был лишен антенна Gate, который был лучше в плане производительности, и с этого момента Apple потихонечку стали забивать на свой революционный iPhone 4. И в 2013 году это еще больше проявилось. Они выпустили свою iOS 7, они ее портировали на iPhone 4, и все завыли, настолько это плохо работало. На этом iPhone установлена iOS 7.02. Как вы видите, она работает медленно. И по итогу, после 7.1.2, они забили болт на iPhone 4. Хотя вроде телефон был неплохой. Если не считать этот антенна Gate, но большинство русских ходят с чехлами, даже несмотря на то, что это там бюджетные телефоны. Собственно, узнав все это, мне стало как-то обидно, что Apple кинули iPhone 4. Телефон хороший, но спустя 3 года убили революционный iOS 7. В принципе, такая же история приключилась и с iPhone 4s. А точнее в 2016 году, когда они выпустили свою iOS 9.3.5, на которой они бросили iPhone 4s глючным, лагающим, жрущей батарею и так далее. Но несмотря на это, в 2018 году я очень часто видел iPhone 4s, хотя вроде как лагает, вроде как плохо работает, но все равно люди с ним ходили. Вот мне вопрос такой задавался, как вы могли этим пользоваться, если оно прям настолько плохо работает, даже вот по тем меркам. Но, видимо, iPhone 4s прям сильно подешевел, такие, ой, круто, iPhone, надо покупать iPhone. Но мы переходим к следующему, это скеоморфизм. Конечно, я уже не застал эпоху скеоморфизма, я просто видел анимации на iOS 6, как это все работает, как это все прям выглядит, столько все красиво, но потом все это превратилось в плоскую iOS 7, которая также и до сих пор эксплуатирует вплоть до iOS 15, который вот все таким же дизайном. Будем также жить с iOS 7 и вплоть до, наверное, iOS 20. Уже что добавлять? Уже Android весь скопировали там. Уже и виджеты можно делать. Там и можно иконки менять. Последним телефоном, выпущенным с iOS 6 на борту, стал iPhone 5. Некоторые ностальгирующие пытаются сделать подобие iOS 6 на своих телефонах на базе iOS 14, но выглядит это, конечно, так себе. Переходим к следующему потерянному, потраченному в айфонах. Следующее, чего мы лишились в айфонах, это джек 3,5 мм. От этого пострадали очень сильно владельцы проводных наушников, в частности и ваш покорный слуга, который также ходит с Mi Piston 3. Конечно, да, некоторое время Apple клали в свои айфоны переходник слайдик на джек 3,5 мм, но выглядело это, конечно, по-уродски, да и тем более заряжать и одновременно слушать музыку с айфона было
нельзя, то есть нужно было прибегать к методам от китайщины. Качество музыки прям очень сильно хромало, но народ этим обходился. В итоге Apple стали лидерами в сфере беспроводных наушников. Но в честь лишения джека 3,5 мм в iPhone 7 мы получили массу беспроводных наушников, таких как Redmi AirDots, Xiaomi Galaxy Buds, Apple AirPods, первые, вторые, прошки и множество других производителей потянулись на этот пустой рынок беспроводных наушников, до которого никто толком и на них даже не смотрел. Все пользовались проводными наушниками, но меломаны от этого пострадали очень сильно. На этом также попались и Samsung, которые после релиза Galaxy Note 10 так вот потерли стебную рекламу, где они говорили: ой, в айфоне нету джека 3,5 мм, у нас в Samsung можно и заряжать, и подключать джек 3,5 мм. А мне еще можно использовать эти наушники? Да, но вам нужен адаптер или заглушка, идет с коробочкой. А если надо заряжать одновременно? Тогда будет нужна другая заглушка. Двойная заглушка? Да, двойная заглушка. С джеком 3,5 мм мы попрощались, переходим к следующему. А следующее, что мы потеряли, это IPS экраны. Конечно, не всем то, чтобы мы потеряли их. Сейчас попробую вам объяснить, в чем дело. Вроде сейчас есть iPhone SE 2020, вроде сейчас есть iPhone 11, но как бы сам факт, они перестали встраивать в свои 12 айфоны младшей линейки IPS экраны. И это нерадостное обстоятельство, которое заставит все-таки пересесть на OLED экраны. К слову, устают от них глаза, снижается зрение. Конечно, это касается не всех, но по рассказам моего друга, после того, как он попользовался AMOLED экраном в Galaxy A41, смотрите обзор вот здесь, у него стало садиться зрение, и он стал хуже видеть, и глаза стали уставать. И как бы в чем проблема? В Samsung нету такого режима, как DC Dimming. Apple частично побороли шим, но не до конца. То есть, если пользоваться ниже 50%, все равно шим будет. Поэтому телефоны на IPS было единственным нашим спасением, но сейчас мы его потеряли. Переходим к последнему. Ну а последний пункт, это, конечно же, самое очевидное, это зарядки. То, о чем я говорил в начале выпуска, и, к сожалению, этот тренд уже подхватили и другие производители телефонов. И Xiaomi выпустил Mi 11. Есть комплектация вроде с зарядным блоком, а есть без зарядного блока. Но вроде как пока что они стоят одинаково, но подождите совсем чуть-чуть. И Xiaomi, равно так же как и Samsung, будут повсеместно убирать зарядки со своих телефонов, оставляя их только в своих бюджетниках. Ну а чего лишились вы в айфонах? Пишите в комментариях. Ну а с вами был я, Василий, на канале Hugeek. Подписывайтесь на этот канал, оценивайте, распространяйте. Всем пока.